Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку рулет тирамису. Он делается очень быстро, получается необыкновенно вкусным. И приготовление этого рулета займет буквально несколько минут нашего времени, плюс время на выпечку. Покажу, как выпечь такой корж со вкусом классического бисквита, максимально влажным и сочным, чтобы он не был пересохшим. Он будет прекрасно сворачиваться. Также покажу, как сделать крем для этого рулета, который наиболее по вкусу приближен к тому самому крему в классическом десерте тирамису. Но здесь мы не будем использовать сырые яйца, но по вкусу будет практически тот же самый крем. Итак, сначала приготовим очень быстрый корж. Мы будем делать корж со вкусом классического бисквита, как я уже сказала. Мы будем выпекать корж, не будем использовать здесь печенье савоярди. Итак, для коржа я обязательно разделяю здесь яйца на желтки и белки. 6 яиц среднего размера комнатной температуры я беру. В белки я добавляю малюсенькую щепоточку соли, 8 грамм ванильного сахара. Взбиваю просто до состояния пены. Взбивается здесь все предельно просто и быстро. То есть духовка уже должна быть вот к этому моменту разогрета. И добавляю сейчас в белки 200 грамм сахара. Постепенно ввожу этот сахар. В желтки я не добавляю ничего. Желтки я потом просто вмешаю уже в белковую взбитую массу. Так как мы делаем все очень быстро, вот таким образом это будет самый быстрый вариант. Взбиваю после введения сахара всю эту смесь примерно 1 минуту. И добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала. И после введения крахмала я взбиваю эту массу примерно около 3 минут, не дольше. Получится вот такая пышная, устойчивая, белоснежная меренга. Пики должны слегка подрагивать, то есть меренга у нас не должна превратиться в губку. Вот такая глянцевая она должна быть, однородная. Сразу добавляю туда желтки и перемешиваю буквально 10 секунд, не дольше, просто перемешиваю, ничего не взбиваю. Если вы будете взбивать на данном этапе массу, у вас она начнет разжижаться. И видите, как хорошо масса держит форму. То есть перемешиваем миксером просто для того, чтобы разошлись все желтки. 10 секунд. И просто перемешиваю сейчас лопаткой. Это самый быстрый способ, он очень хорошо работает. Именно для таких коржей, когда нам не нужен огромный бисквит, когда все само собой уже и так испечется и поднимется. Просто проверяю все это со дна, масса однородная, посмотрите, как прекрасно держит форму и рельеф эта масса. Вот так же должно и у вас получиться. Миксер у меня очень слабенький, здесь 240 Вт. И 160 грамм муки я сейчас просеиваю порциями в эту массу и просто перемешиваю лопаткой. Очень бережно, естественно, такими круговыми движениями все очень хорошо перемешается. Духовка здесь у меня, заметьте, разогрета на 220 градусов Цельсия. Я буду выпекать очень быстрым способом этот корж, чтобы он оставался у нас максимально влажным. Для этого я добавляла и крахмал кукурузный. Вкус будет классического бисквита. Ни в коем случае не пересохший, идеально просто будет держать форму, идеально будет сворачиваться. Если вы новичок и не очень уверены, вы на данном этапе можете перемешивать эту массу при помощи просто венчика, чтобы наверняка уже все комочки муки у вас разошлись. Итак, противень у меня здесь стандартный. 42 на 32 сантиметра. Бумага для выпечки силиконизированная. Если она у вас не силиконизированная, смажьте ее буквально пару капелек, возьмите растительного масла без запаха и смажьте этот пергамент. Но я этого не делаю, потому что он у меня и так силиконизированный. Итак, распределяю сейчас все тесто равномерно по противню. Духовка у меня уже разогрета заранее. Выпекать будем всего лишь 8 минут. Вы можете брать 4 яйца на этот противень, но я этого не делаю намеренно, потому что пропитки на тирамису идет очень много. Чтобы у нас в конце был красивый рулет, а не такая разжиженная масса уже в разрезе, нужно все-таки яиц здесь брать побольше. Выпекать буду при температуре 220 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне ровно 8 минут. Дверцу духовки во время выпечки не открываем. Корж превосходно пропечется за это время. Немножко вот здесь вот у меня поднимались пузыри. Это именно от высокой температуры. Это нормально. Но по вкусу корж получается роскошнейший. Я этот корж сразу извлекаю из противня, переворачиваю его донышком вверх, снимаю сразу же со дна бумагу для выпечки и сразу сворачиваю его в рулет. Я сделаю из него вот такой вот рулетик, заверну его конфеткой по бокам. И сейчас, пока я буду готовить крем, он у меня уже остынет. Остывает очень быстро этот корж.
Для крема я беру 500 грамм сыра маскарпоне. Сыр маскарпоне беру, естественно, из холодильника, очень холодный. Взбиваю я его здесь примерно пару минут. Он сначала разжижится, этот маскарпоне, потом опять он у меня вот так вот собрался. Как только он у меня начал собираться вместе, сразу же прекращаем взбивание. Это все будет зависеть от величины вашей миски, время и от качества сыра. Бывает сыр более твердый, бывает он более мягкий. То есть время взбивания будет зависеть полностью только от качества сыра. Какой-то сыр взбивается 30 секунд, некоторые 2,5 минуты. Все будет зависеть только от вашего сыра. Добавила туда 200 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Добавила на данном этапе также 2 мл ромового ароматизатора. И взбиваю сейчас буквально несколько секунд, чтобы вся эта масса объединилась, она станет уже устойчивой, тут же прекращаю взбивание. То есть буквально здесь нужно смотреть по состоянию массы. Сыр маскарпоне сначала немножко разжижится, может быть сильнее даже разжижится, но потом соберется вместе. И тем самым достигается вот та самая консистенция воздушного, но в то же время такого бархатистого крема для тирамису. Специфический очень у него вкус. Итак, пропитка здесь это все, можно сказать, в этом десерте, так же, как и в классическом десерте тирамису. Итак, для пропитки на 200 мл кипятка я взяла 2 столовые ложки быстрорастворимого кофе, добавила туда также 4 столовые ложки сахара. Все это я перемешала, остудила. Пропитку всегда делаем заранее, даже до начала выпекания коржа. И на данном этапе, если вы не захотите добавлять ромовый ароматизатор, но все-таки захотите добавить алкоголь, коньяк, допустим, это все на ваше усмотрение. Не добавляйте тогда алкоголь в крем, а добавьте именно в пропитку алкоголь, иначе крем у вас от любого алкоголя просто разжижится. И по вашему усмотрению, насколько вы захотите, можете ром, можете коньяк добавлять, добавляйте на ваше усмотрение, как вы захотите по количеству алкоголя. Я делаю безалкогольный вариант. Чуть больше половины крема я нанесла на корж. Сильно много крема не нужно делать. Свернула вот таким образом просто при помощи этого же пергамента. Срезаю сейчас кончики, чтобы у нас эстетично все это выглядело. Вот так это выглядит вот буквально в только что собранном виде разрез у этого рулета. Перенесла на блюдо, где будет рулет подаваться. Просто равняю его руками. Это все делается элементарно. Сразу хочу здесь сказать, если вы новичок или у вас просто очень мало опыта в сворачивании рулетов, да в завернутом виде, когда он у нас еще в пергаменте, поставьте его в холодильник, чтобы он у вас стабилизировался хотя бы на часок, чтобы вам уже спокойно работать. Сейчас 2/3 оставшегося крема я нанесла на рулет, и 1/3 оставшегося крема я выкладываю в кондитерский мешок с насадкой. Вы можете этого не делать, но я сделаю такие типичные для тирамису капельки сверху, чтобы потом все это просто посыпать какао, как это и делается в классическом десерте тирамису. Для приготовления классического десерта тирамису всегда используется печенье савойярди. Как приготовить это печенье, есть подробнейшее видео на моем канале. Ссылочку на то видео по приготовлению печенья савойярди я вам оставлю в описании к данному видео. Сейчас я вилкой просто нанесла вот такой элементарный рисунок на боковинке рулета, чтобы эти боковинки более уже рельефно смотрелись после декорирования какао. И посыпаю сейчас обильно все это какао, как это и принято в классическом варианте. Вы можете меньше, можете больше какао использовать. Я люблю, чтобы вот так вот было. Если у вас десерт будет длительно стоять в холодильнике ночь или еще дольше, потом уже непосредственно перед подачей или перед транспортировкой присыпьте его какао. Убираю сейчас на час в холодильник. Итак, у меня прошел час, и я сейчас уже нарезаю. Бережно нарезаем, потому что какао всегда, когда присыпан любой десерт какао сверху, какао как бы делает более таким липким этот десерт вот для разрезания. Поэтому обратите на это внимание. Пропиливающими движениями всегда такие десерты разрезаем. Не сверху продавливаем, а как бы пропиливаем. Прекраснейший разрез у нас получается. Рулет, конечно же, вы его можете и на ночь убрать в холодильник. Он прекрасно держит форму, он прекрасно транспортируется. Вы можете использовать гораздо больше пропитки. Я не люблю, когда у тирамису основа уже залита до неузнаваемости просто какого-то коржа вот этой пропиткой, поэтому я делаю на свое усмотрение, на свой вкус. Вы же можете не 200 мл пропитки брать, а 400 даже, то есть как вам нравится. Я делаю такой стандартный вариант здесь. Рулет разрезается на очень мелкие кусочки, прекрасно сворачивается, как вы видели. Вы можете выпекать этот же корж
при стандартной температуре 180 градусов Цельсия, но в 2 раза дольше по времени. Тогда корж будет немножко по суше, но я делаю здесь экспресс-способом, это работает превосходно. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.